Сегодня поработаем с огромной спиной, на которую нужно килограмм крема. Как минимум несколько мастеров. Короче, вот я как только ложусь на стол, я сразу чувствую, как у меня вот спина вот здесь вот как тянет, что ли, что-то такое. Бля, у тебя такой перекос, ноги вообще влево улетели. М, Слушай, я прошлую клиентку мял-мял, у нее перекос был вправо, ноги свернуты. ага. Но я думаю, это шотики будут какие-то, не такие видосы. Думай, что угодно. О. Попробуем формат одного ракурса. Ну давай, давай. Комментируй там, что ты... У тебя там и сравнения, и наблюдения, все рассказывай там. Сейчас мы поработаем. Ну ты так серьезно не напрягайся. Сейчас мы поработаем с огромной спиной. Короче, как я понял, как включается камера, у тебя включает тумблер Да, да, зажим. да, да. Не знаю, почему трудно. Типа сказать. должно быть как фильм это «Подержи мое пиво, чувак». Ну, Вот там такого формата должно быть. Там хорошо были подготовлены люди. Ты видел, как этот оператор преобразился буквально за 10 минут? Из стесняющего парня в голливудского оператора вырос просто за 10 минут. Ну что, мои уроки пошли тебе на пользу? Ну да, но камера все равно боюсь. А, теперь тебе надо актерское мастерство, да, выработать? Операторское выработал? Типа того. Ну как ты считаешь, вот как оператор ты вырос? Да, наверное, как и актер вырос. Да, ну мы сейчас про Теперь проще оператора смотрю на говорим. вещи. Вот конкретно, вот как оператор, как ты себя ощущаешь? Вот. Как оператор, слушай, я бы сказал, я теперь хорошо разбираюсь в технике. Мгм. Ну что ты можешь сказать? Вот можешь ты вот взять и себе отснять видос? Конечно. Отлично. Хорошо. Просто у меня взгляд сам немного такой Я понял. специфический. Теперь надо это. Так это нормально, это прекрасно. У каждой творческой личности свой взгляд. Это прекрасно. Плохо, когда взгляда нет. Когда есть, это хорошо. Теперь надо тебе в это актерскую, да? Актерскую? Не, актерская она есть, я просто камеры боюсь. Ну так, чтобы не боялся, надо подтянуть. Вот поясница, вот ты вот даже просто сейчас делал растирание, и поясница прям как будто, вот знаешь, такая зажатая колбаса, и как будто она пытается в сторону так растянуться. Часто люди задают, знаешь, какой вопрос? А надо мне как-то к массажу подготавливаться? Что можешь по этому поводу сказать? По поводу подготовки, нужно прийти чистым, в чистой одежде. Больше никакой подготовки не нужно. Трезвым. Трезвым обязательно. Но если уже так вопрос серьезно разбирать, желательно перед массажем не есть никакой тяжелой пищи, но при этом и голодным не приходить. Когда ты не ел 6 часов. Ну, где-то за час примерно поесть, да? Ну да, там час-два. Ничего там тяжелого. А так, закусить что-то. Потому что когда делаешь массаж, очень сильно хочется кушать клиенту. Работаем с правой стороной спины. Что у нас по правой стороне спины? Сразу определяем, что правая лопатка отходит дальше от корпуса. Отходит больше угол лопатки. Сейчас мы разогреем вторую половину спины и будем работать с мышцами.
Мне кажется, многие товарищи из разных каналов сильно халтурят. Когда ты реально серьезно работаешь с большим массивом мышц, ну или вообще с крупным клиентом, очень проблема что-то при этом рассказывать, не сбиваясь, спокойно, размеренно. Да там никто во время массажа не это. Там никто массаж не снимает. Там снимают разговоры и имитации. Мгм. Ты видел хоть у кого-то там массаж? Все такие просто знатоки, а массажа как такового я не вижу. Ну, у кого есть массаж? Я знаю одну даму, она снимает там какие-то спа-процедуры там и болтает во время них. Ну, да. Не, ну есть там пару каналов. Ну, я не знаю, мне кажется, они потом озвучку накладывают. Так, что по спине? По спине? Что по спине? Огромная спина. Из-за того, что клиент сегодня, видимо, вот, если сравнить сегодняшнюю спину клиента с той спиной, что было раньше, клиент, видимо, стал у нас меньше двигаться, поэтому подкожно-жировая стала более плотной. Ой-ой-ой, аж хрустнуло, чувствуешь? Да, конечно. Прикинь, как там все зажато. Подкожно-жировая стала вот потолще так, побольше. Оброс сальцом клиент, да? Да, да. Видимо, стал меньше двигаться. Мышцы тоже как будто поменьше стали. По сравнению с тем объемом, что было на прошлых массажах. Ну, в целом, я бы сказал, что сама кожа стала более гладкая такая. Не, ну кожа понятно. Более А бархатистая. что ты скажешь вот по спине, там по позвоночнику, по Если от растирания уже похрустывает, какие-то сколиозы там. если говорит, от растирания уже похрустывает. Что тут говорить? Просто комментарий озвучь, ничего как бы. По спине, Люди же смотрят первый раз. Типа ознакомь их со спиной. по спине. Я там вижу кифоз, сколиоз, там то-то, то-то, там Ну, я вижу небольшое искривление позвоночника конкретнее. в сторону таза, именно поясничного отдела. Угу. Немного уходит. Сколиоз в в сторону. поясничного отдела, да? Да, небольшой сколиоз поясничного отдела. Угу. Вот. На фоне этого сколиоза поясничные именно вот мягкие ткани с левой стороны более, как бы сказать, прямые, более меньше изгибов, а с правой стороны имеется вот такой небольшой прогиб со стороны таза, ну из-за сколиоза, из-за того, что мягкие ткани вместе с позвоночником ушли в одну сторону. Либо мышцы утянули. Либо Ну. мышцы справа гипертрофированы, а слева Ну да, да. слабые. Вот, по поводу самих мышц, из-за хорошо развитой подкожной клетчатки, Угу. Хорошо. пока из ощущений только что вот левая сторона, именно поясничная часть, мышцы поплотнее. Угу. Чувствуешь какие-то, ну, там, расслаблен я, не расслаблен, как, что ощущаешь? Что ощущаешь? Какие твои наблюдения, особенности какие ты видишь? Вот, например, все же клиенты разные. Что можешь сказать? Если взять из чего-то среднего, какое отличие? Вот у меня, например, среднее нормально. Ой-ой-ой. Я бы сказал так, относительно, если сравнить с другими клиентами, мышцы находятся в относительно хорошем состоянии, они как бы достаточно такие вот плотные, эластичные, не совсем твердые, не совсем зажатые. Что я наблюдаю по работе? По работе я вижу, что угол лопатки отходит больше от спины. А длиннейшие мышцы спины, они по размеру поменьше, более плотные, более напряженные.
что, какие действия будешь предпринимать? Действие. С второй половины спины вначале работаем так же, как и с первой. Разогреваем кожу, улучшаем кровоток в коже, в мышцах. А потом пытаемся немножечко эти мышцы стонизировать. Мне пока просто непонятен такой момент. Если таз свернут в эту сторону, ногам комфортнее сюда находиться, да? То почему именно в области поясницы здесь имеется небольшое углубление, как обычно, когда наоборот поясница свернута сюда? Такое ощущение, что таз свернут в эту сторону, вот сюда он уведен, а спина из-за того, что вверх давит, как бы она еще здесь проседает. То есть она свернута одновременно в разные стороны. И так, и так. То есть как бы сколиоз, он Как называется? S-образный. Все правильно. У нас есть S-образный сколиоз, поэтому как бы нельзя сказать, что в одну сторону все повернуто, а оно скручено в форме буквы S.